Всем привет! Вы на канале Красота и Бисер. И сегодня я вам предлагаю вот такое симпатичное колье, браслет, сережки и колечко, валентинки. Скоро день Валентина, и порадуйте себя, полюбите себя или сделайте подарок кому-то из своих родных и близких. Смотрите, как красиво переливается чешский кристаллический бисер в этих сердцах. Получились пламенные сердечки. И, конечно же, смотрите, как красиво смотрится цепочка. Я видела такое плетение у индийской рукодельницы, но у нее цепочка была сплетена из нескольких цветов. А для этого плетения я подобрала два цвета, чтобы соответствовало колье в этом цвете. И, конечно же, красиво смотрится браслетик. Два сердца, повернутые друг к другу. Ну, по желанию вы можете сделать одно сердечко. Тоже будет красиво, если вы захотите. И оригинальные сережечки, аккуратные, очень такие изящные получились. Пламенные сердечки. Можно прикрепить и бусинку сюда, или в начале, или в конце. Ну, я решила просто сделать одним сердцем. Мне так захотелось. И хорошо смотрится кольцо. Плетение цепочки замечательно смотрится в этом колечке. Я пробовала делать кольцо на мононити. Оно получается более упругим. Но на мое удивление, именно просто бисерная нить удачно ложится на пальчик. И оно получается вроде как мягкое, но в ношении и для самого кольца оно идеально подходит. Пальчикам не мешает друг другу и красиво смотрится. Для вашего удобства под этим видео я поставлю тайм-коды, переходя по которым вы можете сразу попасть на сердечко, на цепочку, на сережки, на браслет в той очередности, в которой вы будете плести. Если вам понравился этот комплект, приглашаю, подписывайтесь, кто не подписан. И давайте приступим, выполним его. Понадобится бисер двух цветов. Я взяла красный и оранжевый, вот их номера. Бисерная нить. Сердечко я буду плести в одну ниточку, хоть она и тонкая, а цепочку в две. И бисерная игла номер 12. На иглу одеваем нить. Я взяла 80 сантиметров и набираем 4 красные бисеринки. Проводим их к концу. Оставляем кончик сантиметров 8-10. Проводим иголочку во все эти бисеринки и завязываем 2 узелочка. Закрепляем начало, чтобы оно не распустилось. После узелка проходим еще раз круг по бисеринкам, чтобы хорошо закрепить. Я вот так между двумя бисеринками еще и узелок завяжу, чтобы сердечко не распустилось. Теперь кончик ниточки можно обрезать. Теперь между этими бисеринками добавляем по одной красной бисеринке. И это будет 4 штуки.
И последняя, четвертая, проходим сразу в 2 бисеринки. И вот ниточка выходит из уголочка. Теперь мы набираем 5 красных бисерин и проходим следующий уголочек. И так соединяем уголки 4 раза. И последние 5 бисерин мы проходим в уголочек и в 2 бисеринки из 5 только что набранных. Набираем 3 бисеринки, одну центральную из 5 пропускаем и в следующую проходим. Снова набираем 3 красные бисеринки и проводим иголочку в 3 средних бисеринки из 5. Вот так. 3 набрали и в 3 проходим. Снова набираем 3 красные бисерины и также в 3 средних бисеринки из 5 проходим. Снова набираем 3 бисеринки и проходим в бисеринку во вторую из 5. Она будет возле средней бисеринки, возле вершинки. И опять 3 бисеринки, одну пропускаем и в следующую проходим. Теперь набираем 3 желтые бисерины. И проходим в 3 красные. Вот видите, у нас было соединение в центре. Мы от соединения по одной бисеринке отступили и захватываем из следующей стороны 3 бисеринки. Теперь набираем 4 красные бисерины и находим из предыдущего ряда, мы набирали 3. Вот серединку из 3. Вот так. И дальше проходим 5 бисерин, чтобы на игле было 6. Вот так. 4 набрали, через 6 проходим. Пропускаем одну бисеринку и снова проходим в 6 бисерин с этой стороны.
когда мы подтянули, та бисерина, которую мы пропустили, она будет центром сердечка, и она теперь ниточкой подчеркнута. И с этой стороны набираем 4 бисеринки и проходим в среднюю из 3. Ее хорошо вот видно из предыдущего ряда, где мы набирали 3 бисеринки. И теперь дальше проходим иглой в 2 бисерины красных. И в 1 желтую. И здесь 1 желтую пропускаем. И также проходим в желтую. И в 1 красную. Вот так. У нас подчеркнута серединка желтых бисерин. И теперь набираем 2 желтые бисеринки, проходим в желтую, в красную, из которой выходит нить, и в следующую красную. Вот так. Снова набираем 2 желтые бисеринки и также проходим в желтую, красную, из которой выходит нить, и в следующую красную. 2 набрали и 3 на игле бисеринки. Две желтеньких, захватываем желтую из предыдущего крестика, красная, из которой выходит нить, и еще 1 красная, следующая на пути.
И когда подошли к последней красной бисеринке, вот видите, последняя перед тремя желтыми, которые мы набирали в выемке сердечка. Последний раз набрали 2 желтые бисеринки и вышли в последнюю красную бисеринку. Теперь проходим в желтую бисеринку, в одну из 3, вот так. Набираем 1 желтую бисеринку и соединяем с крестиком с предыдущим, вот так. И проходим в красную бисеринку, в последнюю. Вот, и мы подтянем, и у нас будет красиво оформлено углубление, видите? И теперь по бисеринкам можно пройти, завязать узелочек, и сердечко будет готово. Я заготовила несколько сердечек для колье, для браслета и для сережек. И одну сережку я сделала. Посмотрите, симпатичная получилась, аккуратная, оригинальная. Берем второе сердечко, и когда мы вышли из красной бисерины, потом выходим иголочкой по желтым бисеринам в крайнюю желтую бисеринку крестика, который в выемочке. И ниточка у нас идет из этой желтой бисерины. И теперь мы набираем 2 желтые, швензу и 2 желтые. И проходим в противоположную желтую бисеринку с другой стороны. И в бисеринку по центру крестика. Вот так. Подтягиваем, и у нас получается петелька для швензы. Пройдем по бисеринкам несколько раз, ниточку спрячем, завяжем узелок, и вторая сережка тоже будет готова. Одну сторону колье я сделала, прикрепила цепочку к сердечку и прикрепила застежку с этой стороны. На второй части покажу. Начнем с цепочки. Цепочку плетем в 2 нити, на иглу набираем 5 желтых бисерин, подводим их к кончику, оставляем кончик сантиметров 15 для соединения с сердечком, и проходим в 3 бисеринки, замыкаем в колечко. Чтобы колечко не было пустым, заполним его красной бисеринкой. Набираем 1 красную и проходим в бисерину напротив основной нити. И у нас серединка заполнится. Теперь возвращаемся иголочкой в красную эту бисеринку и снова в бисеринку возле основной ниточки. И у нас получается колечко с красной бисеринкой. Пройдем еще в пару бисерин для удобства плетения. Набираем 4 желтые и 3 красные бисерины. И вот нить выходит у нас из бисерины от нас, от себя. А мы проходим в соседнюю бисерину, игла на себя.
И получается у нас петелька. Теперь набираем 4 желтые бисеринки и проходим в желтую бисеринку, первую после красной. Подтягиваем, и у нас получается первое звено. Снова набираем 4 желтые и 3 красные. И проходим в соседнюю бисерину нить на себя и делаем петельку. Также набираем 4 желтые бисерины и проводим иглу в первую желтую после красной. И получается еще одно звено. Продолжаем цепочку, набираем также 4 желтых и 3 красных и проводим иглу в желтую бисеринку, игла на себя. Набираем 4 желтые и проводим иглу в первую желтую после красной. И так плетем цепочку до необходимой длины. Вторую сторону цепочки я проплела на 2 звена меньше, чем первую сторону, так как у нас сердечки будут соединяться с цепочкой на разном уровне. Поэтому вторая должна быть или короче, или длиннее, как вам удобно. И вот ниточка выходит из последней бисеринки. Мы набираем 4 желтых бисерины и колечко. И возвращаемся в эту же бисеринку. Подтягиваем, и вторая часть застежки прикреплена. Пройдем по петельке еще раз, завяжем узелочек и обрежем ниточки. Колечко прикреплено, и ко второй части цепочки можно прикреплять сердечко. Ниточка, которую мы оставляли, когда начинали цепочку, на нее одеваем иглу. И обратите внимание, вот первое сердечко прикреплено так, что у нас в эту сторону направлены красные бисерины. Поэтому вторую сторону я буду прикреплять сердечко так, чтобы в этой стороне красные бисеринки шли напротив первой стороны. Вот одинаково. И еще, вот у нас было 5 бисерин. И в центре красная бисеринка. 2 желтые бисерины у нас задействованы в цепочке. По одной будет по краям. И центральную бисеринку мы будем соединять сердечком. Если у вас нить выходит из другой бисерины, переведите ее в эту бисеринку. Теперь на иглу одеваем одну желтую бисеринку и проводим. Я проводила вот раз, два, три, в третью вершинку сердечка, вот так. И теперь набираю еще одну желтую бисеринку и возвращаюсь в бисерину цепочки с другой стороны. И у
нас получается крестик, который соединяет цепочку с колечком. Вот так. Пройдем по колечку еще один раз и обрежем ниточки. И теперь два сердечка можно соединить вместе. Будем соединять на разном уровне. Я беру иглу небольшую и провожу ее в третью вершинку вот так, правого сердечка. И теперь на эту ниточку одеваем 2 красные бисеринки. 2. Берем левое сердечко и проводим иголочку тоже где-то в третье звено снизу, вершинку. Вот так. И внизу на иглу одеваем 1 красную бисеринку. И теперь возвращаемся в эту же бисерину, из которой мы начинали. То есть, чтобы сердечко лежало ровненько, мы вверху добавили 2 бисеринки, а внизу 1. И теперь это все подтянем, пройдем по ним еще один раз, и сердечки будут прикреплены. Для браслета я взяла 2 сердечка и повернула их друг к другу. Соединила их между собой 3 красными бисеринками, как я вам показывала. И с одной стороны сделала 9 звеньев и прикрепила застежку. Можете 8 сделать, но для меня, для моей длины браслета понадобилось 9. И теперь вторую сторону сделаем браслета. Для этого я взяла иголочку, двойная нить, и вот по бисеринкам вышла в 6-ю вершинку отделочных крестиков этого сердечка. Здесь тоже, если вот так брать, тоже сверху в 6-ю я входила. И теперь из этой вершинки мы набираем 2 желтые бисеринки и входим в нее с другой стороны. Делаем колечко. Пройдем по этому колечку еще один раз. То есть у нас в кольце 3 бисеринки. 1 бисеринка от сердечка и 2 мы набрали. И обошли круг. Нить должна выходить из 2 бисерин, которые мы добавляли. И теперь набираем, как мы и плели цепочку, 4 желтых бисеринки и 3 красных. И во вторую из набранных проходим вот так. И теперь набираем 4 желтые бисеринки. И проводим иглу в первую желтую после красной. И у нас получается первое звено с этой стороны. И так еще делаем 8 и прикрепляем кольцо от застежки, так как я вам показывала в колье. И в итоге получился вот такой интересный браслетик. Можно сделать еще и колечко. Смотрите, я начинала кольцо плести из 3 бисерин, как показывала в браслете, и сплела 12 звеньев и соединила с бисериной, которая оставалась из 3 одна. И получилось колечко. Если вам понравился комплект, присоединяйтесь, приглашаю. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайк, я для вас старалась.
порадуйте меня и до встречи в новом видео.